Парни, привет! Приветствую вас на нашем канале Na'Vi PUBG и приветствую вас в новом статусе чемпионов PGC. Как у вас настроение? Рассказывайте. Где вы, что вы, как вообще себя ощущаете? У меня все хорошо, я отдыхаю на Бали, я доволен. Ну, я прилетел домой уже, тоже отдыхаю. Первый день дома. Аля, Тёма, у вас как дела? Мы вдвоем с ним дома тоже отдыхаем. Как вообще вот само ощущение того, что вы сейчас чемпионы мира? Да, приятно. Кайфово. Окей, отлично. Поздравляю еще раз вас с победой. По поводу, кстати, поздравлений. Я думаю, что вам очень много писали в соцсетях. Какие поздравления вам больше всего запомнились и как ваши близкие и родные отреагировали на вашу победу? Обычно все пишут, что типа, да ну, типа, нафиг, типа, я не верю. Тоже, когда читаешь, тоже не веришь в это. Близкие поздравили, как отец написал то, что наконец-то, типа, дошел к своей цели, молодец, красавчик. Я знаю, что для тебя еще было одно специальное поздравление, очень необычное, Мэл. Ну, короче, да, сажусь, лечу пересадкой из Стамбула в Тбилиси, захожу, короче, сажусь на свое кресло, проходит там буквально 5 минут, и слышу, как пилот начинает говорить, типа, приветствую на борту, типа, Константина, типа, из команды Na'Vi, поздравляю с победой лично от себя, и я просто в афиге сидел первые 10 минут, типа, он еще назвал мое место, где я сижу, типа, не знаю, откуда они вообще-то знают. Блин. Действительно, откуда они это знают? Кто спалил? Потрясающе, я вообще никогда не слышала такой истории, это очень круто. А у вас, ребят? Он хотел, короче, наверное, фанат PUBG. Я ждал, то, что он в какой-то момент выйдет, подойдет ко мне и скажет, все, мы типа над вашим спотом на парашют спрыгивай. Отлично. А у вас как, ребят? Много получили поздравлений от фанатов и от близких, родных? Довольно-таки много. Все приятно читать, все прочитал, всех обнял, всех поблагодарил почти. Но прочитал все, ответил не всем. Так уж вышло, извините. Родители, мать поздравила, друзья поздравили. Прям супер приятно. У нас предстоит еще долгий офф-сезон, когда ничего не будет происходить. Я думаю, у вас будет еще много времени, чтобы отдохнуть и ответить на все поздравления. Давайте теперь вспомним, как мы пришли к этому достижению и когда у вас началась серьезная подготовка к чемпионату мира, где вы находились и как выглядел ваш тренировочный процесс? Да мы ничего особенного на самом деле не делали, просто играли ранки, по-моему, и все, а остальную работу, там, анализ и прочее, вот, занимались у нас Мел и Allrain. Как вы готовились вместе с нашим тренером? Можешь поделиться? Ну, мы просто изучали все команды, которые прошли на Global. Все команды, которые нас интересуют, которые более-менее типа рядом с нами находятся по карте. Мы изучали все турниры, которые могли типа изучить, на которых они играли в своих регионах. И более-менее формировали типа каждый, стиль каждой команды. И из-за этого, на турнире было почти всегда понятно, что кто что делает. В плане макроигры нам было легче. А были какие-то команды, которым вы уделяли особое внимание? Да, это команды, которые прям соседи с нами по карте, прям их мы изучали досконально. Там Церберы, там 17-е. Я знаю то, что и другие команды к нам тоже особенно готовились. Менеджер Данавы мне об этом сообщил, то, что они внимательно изучают то, как мы играем, так что я думаю, все команды этим занимались в тот момент. Как Тёма уже упомянул, вместе с тобой подготовкой занимался наш тренер Allrain. Можете поделиться, какая была его роль во всем этом, за что он отвечал и как с вами работал? Ну, Allrain вносит очень хорошее мнение со стороны, очень правильное, очень дисциплинированное, пытается вводить нам это в головы и вводит это в головы уже на протяжении 1,5 года. Это максимально ответственный человек, который хорошо понимает и в игре, что и как. Как мнение со стороны, это для нас очень хорошо сказывается. В конце октября мы с вами прилетели в Дубай. Помните свои первые впечатления от города и как быстро вы смогли адаптироваться к местному климату? Да климат, что, мы прилетели из Сербии, где было 42, но там 30 градусов было, там плюс-минус столько же, и мы прилетели в Дубай, то же самое. Турнир проходил достаточно долго, он длился целый месяц. Как вы распределяли силы на такую длинную дистанцию, и трудно ли вам было удерживать фокус на протяжении нескольких недель? Мы хотели пройти сразу из Winner Bracket в гранд-финал, чтобы у нас было 5 дней отдыха. Я думаю, если бы мы это не сделали, то могло быть все по-другому.
А так мы за 5 дней успели хорошо отдохнуть, подготовиться к командам, посмотреть игры, побыть немного зрителями. У меня всегда получается держать фокус на турнирах, типа, о лишнем не думаю, особых проблем не было. Но выглядело так, что для вас это оптимальная дистанция, особенно учитывая то, что мы прошли по верхней сетке в финал. Все было хорошо. Как вы проводили свободное время в Дубае и в целом как выглядел ваш график и быт на этом турнире? Ну, мы пару раз выезжали в город, к Бурдж-Халиф. Ты ржешь там? Впечатления максимально крутые, очень красивый город, очень все классно сделано, современно, прям, поэтому у меня максимальные эмоции от этого города, мне там очень понравилось. Но единственное, что вот жарко становится, потом постоянно жить в таком климате, да, это такой себе. Но так город прям супер классный. Групповую стадию наша команда закончила на первой строчке турнирной таблицы, и уже, наверное, тогда вы смогли оценить, в какой форме находятся наши соперники. Кого бы вы выделили для себя на тот момент после групповой стадии перед Winners Bracket? Twisted Minds, Ну да, то есть Майнц играли хорошо. как всегда, стабильные, что от них и ожидалось. А что насчет лидера другой группы и United? И на это тоже ожидалось. Юнайтед очень... Тоже сильная команда. Их плейстайл очень подходит под Global, типа. Потому они себя хорошо показывают. Мгм. А в Winners Bracket наша команда оформила 3 топ-1 в первый же день. И этот результат никто никогда не делал и пока что не повторял. А что, на ваш взгляд, позволило вам так круто отыграть? И была ли в этом доля везения или все было calculated? Я считаю, что все было calculated. Мы знали, что делали, и вот все зоны, которые шли, мы прям знали, как они все прокнуты от 1 до 9, поэтому выбирали лучшие позиции. Тёма лаконичен. Он все сказал, все calculated, я так понимаю. Не могу не спросить про коллектив, на которого многие возлагали большие надежды. Это чемпионы прошлого Global, команда New Happy. Как вы сами оценивали эту команду? Считали ли их своим главным соперником? Не знаю, мы были с ними в одной группе, мы их столько раз убили, особенно Example. То, что, не знаю, как-то не ощущалось то, что они прям непобедимые ребята. Мы их оценивали как просто сильных стрелков, наверное, но с которыми мы можем справиться, потому что мы в хорошей форме. Как вы думаете, что у них в результате не получилось и почему они в результате даже не смогли отобраться в гранд-финальную стадию? Ну, у них плейстайл прям хорошо должен содержать очень хорошую индивидуальную форму. А тут, если сравнивать с прошлым глобалом, они также не убивали, также как будто не взаимодействовали хорошо друг с другом. Без этого аспекта им было сложно. Со стороны, да, как будто нет командной работы. По одному заходит, без всего недисциплинированно. Может быть, в этом тоже есть что-то. Ну, насколько мне известно, они сохраняют тот же состав на следующий год, и я думаю, то, что они обязательно поработают над своими недочетами на этом глобале. Еще одна команда, от которой ожидали гораздо большего и которая не показала хороший результат на этом турнире, это FaZe Clan. Ваня, наблюдал ли ты за тем, как играли ребята из твоего бывшего клуба? И как прокомментируешь их выступление? Они весь турнир плохо играли, и все. Так и остались играть. Ожидаешь ли ты, что будут какие-то изменения в их составе? Ну, я буду очень сильно удивлен, если их не будет. Все стадии этого турнира игрались на сцене, и только гранд-финал был со зрителями. Это для вас, пожалуй, первый опыт играть со зрителями на такой большой сцене. Как вам было играть с аудиторией? Отвлекало вас или, наоборот, поддержка толпы здорово вас мотивировала играть еще лучше? Ну, хотелось выиграть какую-то игру, любую одну, чтобы встать, типа, пообщаться с фанатами, которые сзади сидят, поддерживают. Ну, всегда приятно слышать это на фоне, когда кричат «Нави, Нави». Это мотивирует и придает сил. Так что всем спасибо, кто приезжал, кто болел, кто смотрел в онлайне. Но у меня никогда такого опыта не было, и вот я, как сейчас помню, играл первую игру, так немножечко, от неожиданности, что ли, нервишки шалили или что-то такое. Вот. Первая игра, я помню, такие ощущения были прикольные. Потом уже разогнался и нормально привык. Это интересно знать, потому что у Тёмы всегда такой покер-фейс на лице, когда он играет, и ты выглядишь всегда максимально собранным, максимально
неэмоциональным, и то, что тебя ничего не беспокоит, поэтому это очень здорово, что сейчас на интервью ты делишься своими эмоциями. Вау! Финальный этап этого турнира это был Best of 20, суперсистема. Достаточно длинная дистанция. На ваш взгляд, 20 каток это оптимальный формат для гранд-финала? Я думаю, да. Золотая серия. Я тоже считаю, что да. Достаточно много игр. По мне это вот ни много, ни мало. Вот это вот реально, вот как Мал сказал, золотая середина. 10 мало, 15 тоже как-то, а вот 20 прям в самый раз. Нормально. 4 игровых дня, там по 5 игр. Прям идеально. Да, давайте вспомним нашу дистанцию. Первый день у нас был отличный, мы закончили на 2-м месте. Потом было 2 не очень удачных для нас дня. Что, на ваш взгляд, в эти дни не получалось? Почему в результате не получалось нам, собственно, навязать свою игру? Вспомнить бы игры, реально, что там происходило. Разная, она особенная. В каждой игре какая-то своя причина. Потому в целом я не могу сказать, что было. В каждой игре было что-то одно. Были какие-то причины, некоторые зависели от нас, некоторые не от нас. И, мы чуть-чуть не дожимали, но я бы не сказал, что в эти дни мы могли нафармить очень много поинтов. Но могли нафармить побольше, конечно. И к финальному дню подойти не на 5-м месте, а там на 3-м. Мы не роботы, и каждую игру идеально сыграть не можем. Имеет значение финальный результат, и самое главное, что мы с вами провели очень большую работу за эти дни, что позволило нам финальный день очень круто сыграть. На протяжении этих 20 игр было много запоминающихся моментов. Какая катка для каждого из вас в финале была самой запоминающейся? Да, наверное, больше всего последняя. Хотя или когда против... Да много, не знаю, игр так вспоминается, где мы вытворяли что-то такое, где мы должны были умирать, по идее, в большинстве случаев. И вот, такие моменты вспоминаются, как в первый день, когда когда мы задробали фейзов, потом там Донаву, потом Ликвидов, потом переехали Еху еще убили. Последняя игра с Wildcard, вот первая игра последнего дня с Twisted Minds тоже. Много моментов. Не знаю, какой-то один выделить сложно. В финале игра, наверное, самая запоминающаяся. Пусть будет с Twisted Minds, когда мы их задробали. Тоже первая игра последнего дня. Она действительно была потрясающая. Наверное, больше из первого дня катка, вот когда мы ехали за фейзами, врезались, с них убили, потом там еще убили Донаву, потом Яху. Это вот игра была одна из разряда, которая очень сложная, но мы вынесли из нее очень много поинтов. Такие игры, они запоминаются для меня. Последняя игра, наверное, самая больше всего понравилась, как сказать, Валкардов убили. Красиво, четко. По поводу последней игры как раз-таки давайте поговорим. Перед ней был перерыв, и наша команда выходила на улицу подышать свежим воздухом. Как вы настраивались перед последней каткой, и что ощущали, играя ее? Не знаю, мы вышли с тренером, там игроки, там были все, менеджер, 4 игрока, запасной игрок, тренер. Просто мы поняли то, что сейчас это одна игра, это BO1, и от нее все зависит, и всех тех игр больше нету. Но при этом у нас сохранился кураж и настрой, а все остальные команды чувствуют себя не в своей тарелке. И просто нам нужно дожать эту игру. А было ли хоть какое-то волнение? Или вы были 100% уверены? Мы 100%, я думаю, были уверены, что мы можем выиграть. Все в наших руках. Собственно, это был отличный настрой, который нам принес победу. В какой момент во время последней катки вы поняли то, что вы выиграли глобал? Я, честно говоря, вообще не понимал до самого последнего момента, как мы выиграли игру. А когда это осознание к тебе пришло, Тём, что ты выиграл PGC? Да вот мы выиграли последнюю игру, тогда уже пришло. Максимальный фокус был на игре. Здорово. Там было известно еще до победы, как я узнал, как я понял. Как 17-е умерли там, и все, уже, считай, мы победили. Но я этого не понимал во время игры, если честно. Выигрыш нашей команды на этом турнире составил больше $1 миллиона. Огромная сумма. Это, я думаю, самое яркое достижение за вашу карьеру. Есть ли какое-то чувство удовлетворения теперь, что вот ачивка достигнута? Это не просто то, что выиграть турнир, а еще то, что вы выиграли такой большой призовой фонд. Да, хз, для меня больше было победа на турнире больше эмоций доставила. Деньги это уже так бонус, приятно, да, но вот именно сама победа, выиграть глобал, еще тем более так выиграть глобал, для меня это больше эмоций, конечно, принесло. Мне всегда хотелось выйти, на глобале и поднять кубок. Это была мечта, но я к ней пришел.
Сейчас, сейчас пока еще до конца не осознаю, что делать дальше. Пока отдыхаю. А есть такое то, что когда достигаешь вот одну мечту, то, допустим, сразу же появляется следующая, или вы пока в процессе формирования, что вы Не, хотите ну я уже в делать своей дальше? голове фантазировал, как мы 2-3 раза подряд выиграли глобу. Не знаю, хочется сейчас как Ваня в Фейзах в 19-м. Чисто на каждый турик приезжаешь и забираешь. Отличный план, мне очень нравится. Какие у вас планы на ближайшее время и будет ли у вас отпуск? Ну, там у кого-то он уже начался. Вот. И как вы планируете проводить ближайшее время? Ну, у меня все известно, я сразу прям с Дубая полетел на Бали, планирую посидеть 10 месяцев, потом поехать в Таиланд, не знаю насколько, или может быть здесь дольше месяца задержусь. Давно нигде не отдыхал, поэтому решил развеяться. Я прилетел домой, полгода дома не был, пока там встретился с семьей, там где-то до декабря планирую отдыхать, просто куда-то поехать, в плане типа в Грузии, а потом уже за границу. Скорее всего, поеду еще отдохнуть на месяц, может быть, на недели 2-3. Хочется куда-то съездить, какой-то средний климат, не на море, там, не в горы, а вот что-то среднее, там, посидеть, покататься там на велосипеде в горах. Да и я вообще без понятия еще, но хочется тоже куда-то съездить. Сейчас пока смотрю варианты, но не знаю, возможно поеду, возможно нет, как пойдет. Да тоже не знаю, сейчас нахожусь в Сербии. Точно не куда-то купаться, какую-нибудь теплую страну, а вот хотелось бы погулять где-нибудь или что такое. Но не знаю, как там пойдет. Планируете ли вы на следующий год больше стримить? Многие фанаты задавали этот Я вопрос. слышал, Ваня говорит то, что он планирует очень много стримить. Да, у меня там сабдень, я как сразу прилетаю там с Таиланда или с Бали, у меня типа сабдень, всем готовьтесь. Будем это разыгрывать. что-нибудь. Окей. Кастомки со зрителями у него будут. Да, там ТТТ соло, вот это все. Окей, отлично. Я знаю то, что Тёма в ближайшее время тоже планирует стримить и устраивать Q&A. Ну, Так что обязательно что-нибудь, да, заходите на его постримим. Twitch-канал. Делать больше нечего особо. Поэтому, наверное, да, буду чаще стримить. Отличная новость для наших фанатов. И, собственно говоря, о наших фанатах и о всех, кто нас поддерживал, давайте напоследок скажем как раз-таки слова благодарности. Ребята, всем спасибо. Всем. Ладно, экзампл пропускаю. Не, давай, смотри, я одно слово, ты другое, и так Давай. по кругу. Всем. Спасибо. И на этом Закончилось? закончили. Нет. Конец. Всем спасибо, кто поддерживал нас. Приезжайте на ланы. Это незабываемые эмоции для нас и для вас тоже, мне кажется. Типа смотреть игры с ланов гораздо интереснее, с живыми фанатами. Спасибо большое организации за то, что помогала нам, дала столько времени подготовки в Сербии. И, возможно, без этого бы у нас бы не было той слаженности в команде, и мы бы не знали друг друга так хорошо. Всем большое спасибо. Еще раз. Я еще раз поздравляю вас, парни, с таким невероятным результатом. Желаю вам хорошо отдохнуть. И на следующий год, я думаю, мы обязательно порадуем наших фанатов новыми достижениями. Спасибо еще раз. И поздравляю вас с чемпионством. Спасибо, Ба. Спасибо.